Приветствую всех на канале Сущность Бытия и я Мария. Сегодня мы продолжаем разбор одной из самых тонких и в то же время самых искаженных тем – темы прощения. Так почему мы вообще стремимся простить? Потому что внутри живет боль, потому что внутри застряла обида. Прощение никогда не возникает из пустоты. Оно появляется только там, где боль стала слишком тяжелой, где энергия застоялась настолько, что больше невозможно в ней находиться, где сердце больше не может дышать. Изначально прощение – это не великодушный жест, это попытка души вернуться к самой жизни. Это тихий крик пространства, а порой и не тихий. Мне тяжело, и я устал держать эту боль. Так почему прощение невозможно на старте? Мы с вами прикоснемся к этой теме, потому что за словами всегда остается энергия. И пока внутри живет энергетический сгусток боли, никакие слова «я прощаю» не растворяют его. Обида застревает в эмоциональном теле, там, где сжимается чувство, сжимается память, сжимается энергия души. Затем она опускается в ментальное тело, искажая мышление. И человек чувствует себя, проговаривая «я жертва». Мир вокруг меня весь враждебный. Мне нужно срочно защищаться. И дальше оно спускается еще вниз, в эфирное физическое тела, где обида превращается в болезни и в утечку жизненной силы. Поэтому, пока полностью не прожита вся боль, не простится. Пока внутри не придет осознание, не отпустится. Пока сердце сжимается, оно не способно открыть ладони. Так что же открывает путь к настоящему прощению? Это благодарность. Не механическая, не вынужденная, где я заставляю себя, а рожденная из осознания. Когда внутри звучит «Этот путь был выбран мной», эти испытания были частью моей эволюции. Без этой боли я бы не узнал силы, которая живет во мне. Именно когда приходит понимание, что опыт – это не ошибка, а часть моего дара, начинает таять та самая роль жертвы, и вместе с ней ослабевает жесткая хватка обиды. Что же приводит нас к освобождению? Это ответственность. Именно она является ключом. Настоящая ответственность – это не про вину, это осознание. И я выбрал эту реальность для своего роста. Когда ты принимаешь свой путь, ты перестаешь ждать изменения от других, перестаешь цепляться за справедливость, перестаешь жить через внутреннюю глубочайшую боль. И ты начинаешь путь возвращения через энергию. Ты выходишь из круга повторения страданий. Но чтобы прийти к отпусканию, сначала надо почувствовать благодарность. Но чтобы прочувствовать благодарность, надо прийти к принятию. Когда мы начинаем говорить о принятии, это вовсе не о соглашении с обидчиком. Это осознание. Да, это было. И это было нужно для моего роста. И после принятия можно прийти к следующему этапу. Благодарность. Это способность уже увидеть, что этот опыт помог мне стать сильнее, осознаннее и живее. И когда достигается то самое чувство благодарности, наступает следующая фаза отпускания.
И это уже не просто условие. И точно не про усилие. Это естественное следствие открытого сердца. И когда благодарность становится самим дыханием нас, отпускание приходит само, без какой-то либо борьбы. И мы с вами перейдем еще к самому важному пункту, почему важно отпускать обиды. Обиды, когда они не завершены, следующее отражение — это болезни. Обида долго удерживается внутри, разрушает вибрационную структуру человека. Это одна из самых мощных разрушительных энергий. В эмоциональном теле застревание в боли, в обидах, в памяти, в бесконечном круговороте сценариев. В ментальном теле искажение восприятия реальности. Человек начинает видеть абсолютно все по-иному. В эфирном теле возникает блокировка энергетических потоков, которая как раз приводит на физическом теле к заболеваниям сердца, печени, желудка, легких. И тело здесь поступает как не враг нам, а как добродетель. Тело — последняя станция, на которую душа уже кричит: «Посмотри, ты все еще держишь боль». Почему важно прийти к истинному прощению? Потому что обида — это разрыв единства. Когда мы держим обиду, мы вырываем часть себя из целого. Мы отделяемся от других, от жизни, от самого источника. Когда на самом деле мы все едины. Мы часть одного поля, потока. Мы никогда не можем исцелить себя, не признавая нашего единства. Осознание, благодарность, принятие и отпускание — это не только акт любви к самому себе. Это возвращение в поток жизни, где мы снова чувствуем друг друга, мир, Вселенную. И только вместе, через это единство нас, мы можем двигаться дальше. Один — это про пустоту. Вместе мы поток. Поэтому прощение — это не про того, кого мы прощаем. Это именно про нас. Прощение — это выбор вернуться к себе, вернуться в любовь, вернуться в целостность и вернуться к жизни. А теперь прям со мной вместе повторяй, если есть возможность, вслух или про себя. И я осознаю свой путь. Я благодарю каждый мой опыт, ведущий меня к себе. И я отпускаю боль и возвращаюсь в поток любви. И я часть единства. И я свободен. И я имею право быть собой. Обида не растворяется от желания простить. Она исцеляется тогда, когда ты перестаешь бороться с собой. Когда ты осознаешь, все, что пришло в мою жизнь, было для меня, а не против меня. Прощение — это не про забыть боль. Прощение — это позволить себе вырасти через нее, поблагодарить, принять и только потом отпустить. Вернуть себя в свою энергию, свое сердце, свое право быть живым. И сегодня я оставляю для тебя вопрос. Что я все еще держу в себе вместо того, чтобы с благодарностью отпустить? Этот вопрос не требует немедленного от тебя ответа. Пусть он станет нежной тропой обратно к самому к себе. Помни, ты не обязан быть сильным через сопротивление. Твоя сила в доверии, в честности и в самой жизни. С благодарностью, кто был сегодня со мной, и до новых встреч!